Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушке прицеп для снарядов из серии «Военная техника», которая производилась на Тульском патронном заводе. Известно, что игрушки серии «Военная техника» начали производиться в 1967 году. Также известно, что перестали их производить в 1995 году. Прицеп для снарядов начали производить один из первых, потому с уверенностью можно сказать, что в 1967 году он уже был также в составе первого набора техники. Тульский прицеп для снарядов является копией игрушки производителя Dinky Toys. Прообразом для этой игрушки послужил артиллерийский прицеп или лимбер, который использовался для перевозки боеприпасов и оборудования для орудия. Прицеп перевозил 32 снаряда для 25-фунтовой полевой пушки или 17-фунтовой противотанковой пушки, а также дополнительные предохранители. Личный комплект артиллеристов находился под брезентом в передней части прицепа. Этот прицеп был непопулярен, так как он сильно затруднял движение задним ходом. Прицеп требовался на протяжении столетий, чтобы выдерживать вес орудия, чтобы лошади могли тянуть его, но он больше не был необходим для транспортных средств. Использование прицепа прекратилось после того, как 25-фунтовая пушка вышла из эксплуатации. С тех пор боеприпасы и припасы просто перевозились в тягаче. Игрушка «Прицеп для снарядов» выпускалась под номером 3 в серии «Военная техника». Сделана эта игрушка почти полностью из металла и красилась оружейной краской, так производилась она в литейном цехе патронного завода. Пластиковыми деталями у нее являются только колеса. Хотя этот прицеп из металла, но все-таки он довольно хрупкий и все выступающие части при неаккуратном обращении могут повредиться. Самые ранние прицепы были более похожи на Dinky Toys и были со съемными скатами, со съемным днищем и подкрашенными ступицами. Позже колеса стали обычные пластиковые, а в нижней части не было клейма завода и цены. Позже на днище появились цифры, которые скорее всего обозначают номер пресс-формы. Еще позже пропадают цифры и на их месте появляется цена 40 копеек. Позже, кроме цены и логотипа, опять на днище могут ставиться цифры. Коробок этой игрушки, судя по всему, было несколько разных вариантов, которые отличались по дизайну, цвету и надписям. В составе наборов прицеп размещался просто в общей коробке в выделенном им месте в пенопласте. Если вам интересны игрушки серии «Военная техника», то на моем канале есть еще обзоры по этой тематике. Переходите по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!